Знакомьтесь, это Жан-Жак. Сегодня он проснулся в 5 утра, позавтракал и прыгнул на свой старенький велосипед, спеша развезти жителям Женевы письма, открытки и свежие газеты. Жан-Жак – почтальон, и его работа ничем не отличается от работы любого другого почтальона в любом другом городе планеты. Ничем, кроме зарплаты. Ведь получает он 4000 франков в месяц. И это здесь минимум. Добро пожаловать в Женеву. Это жизнь других. Женева небольшой город, но здесь расположены главные офисы крупнейших корпораций мира, в которых люди зарабатывают баснословные деньги. Здесь говорят на 4 официальных языках, а иностранцев живет больше, чем швейцарцев. Поэтому прежде чем выяснить, как живут местные жители, давайте же выясним, в принципе, кто является местным жителем Женевы. Если бы я родилась в Женеве, то, возможно, жила бы в семье адвоката Джоэля Остерхольда. Арендовала апартаменты в самом центре города, а на работу ходила в стильном дорогом костюме и с презентабельными швейцарскими часами на руке. А может, я была бы почтальоном, как Жан-Жак. Тогда я бы не заморачивалась с глажкой белых воротничков. Носила бы желтую униформу, ездила на велосипеде и каждое утро сплетничала с жителями своего района, доставляя им письма и открытки. Но, скорее всего, я бы вообще не работала, как Жан. Жила бы себе спокойно в пригороде Женевы, гуляла с собакой на изумрудной лужайке возле дома и получала бы от государства почти 3000 франков пособие по безработице. А вот если бы я в Женеве рожала, то могла бы, конечно, обратиться в государственную больницу. По обязательной медицинской страховке это минимум 300 франков в месяц. Но ведь сегодня я швейцарка, а мы так не делаем. Мы едем рожать в клинику частную. Такие роды также могут быть бесплатными, только уже по частной страховке. Если же их оплачивать самому, то выложить придется в среднем 25 000 франков, в зависимости от клиники. Рожать в частной клинике лучше по разным причинам. Во-первых, вы не попадете к незнакомому врачу или к акушерке, как в государственной. Во-вторых, к нам можно обратиться в любое время дня и ночи с любыми вопросами. Вас всегда примут, осмотрят и помогут. В-третьих, отец ребенка может присутствовать не только на родах, но и даже остаться на ночь в одной комнате со своей семьей. Если все прошло хорошо, то роженица остается в клинике на 5 дней вот в таком, можно сказать, номере. О, вот прекрасная палата. Сразу я чуть-чуть в шоке. Кофемашинка стоит. Уже хорошо. О, мамма мия, ребята, какая ванна! Ох, какая терраса! На свежем воздухе можно подышать. Тут двухспальная кровать, вместе с мужем можно полежать. Белье для тебя уже тоже приготовили. Все прекрасно. То есть, честно говоря, палата как палата. Если бы не одно «но». В каждой палате после родов женщинам дарят бутылку шампанского. Да-да, никто не запрещает женщине выпить пару бокальчиков сразу после родов. Конечно, остальное содержимое бутылки, скорее всего, рассчитано на отца. Но никакой жесткой диеты здесь все равно нет. Есть можно все, что хочется. Одним словом, для идеальных родов в такой клинике не хватает разве что повара уровня Мишлен. Подумали владельцы клиники и пригласили повара уровня Мишлен. Терри Фишер.
заведует здесь всем общепитом больницы. И он любезно согласился рассказать мне, чем балует пациентов. Я сейчас откашляюсь. Я правильно понимаю? Фух, вот это произведение кулинарного искусства, по-другому назвать я не могу, предлагают женщинам в Женеве после родов. Да, абсолютно правильно. Вся эта еда проверена диетологами, и роженицы легко могут питаться этой красотой. Но это не только красота, мне кажется, это еще и очень вкусно. Честно сказать, если бы мне бы сказали, что после того, как я рожу, у меня будет вот такой десерт, я бы рожала и рожала, на самом деле. А какие-то запреты есть для женщин после родов? После родов можно все. Наоборот, до родов могут быть какие-то ограничения, но это все индивидуально. Ну, честно сказать, я немножко завидую женщинам, которые тут рожают. Не только потому, что тут хорошее медицинское обслуживание, но и потому, что их так шикарно кормят. Так, ну что, отведаем. Боже, это просто шикарный. Он очень легкий, и на самом деле после родов очень хорошо такой вот десерт. Он такой и не приторно-сладкий, и не кислый, и не тяжелый такой, знаешь, маслянистый. Вообще просто перфекто. Как вы понимаете, к высокому уровню жизни и комфорту во всем швейцарцы приучают своих детей уже с пеленок. Поэтому услугами государственных детских садов тоже пользуются мало. Во-первых, потому что они тоже платные и стоят около 2000 в месяц. А во-вторых... Для того, чтобы ребенок попал в государственный детский сад, мама должна встать в очередь на 3-м месяце беременности. И то это не гарантирует, что ребенок попадет в этот детский сад. Кроме того, если женщина не работает, то в государственный детсад ребенка не возьмут точно. А если работает, то, скорее всего, частный детсад будет находиться просто в ее офисном центре, а ее компания сама зарезервирует место для ребенка. Подобная система очень удобна, ведь мы можем взять ребенка уже с 4 месяцев. А так как родители всегда близко, малышу гораздо легче привыкнуть к новой обстановке. Кроме того, по нашим законам, кормящая мать может 4 раза за рабочий день прийти к своему ребенку на 15 минут. Многие думают, что путешествие в Швейцарию – это отдых для миллионеров. На самом деле это не только доступно, но и быстро. Просто путешествуйте с авиакомпанией Swiss. Кроме того, что существует масса удобных рейсов, знаменитый швейцарский шоколад, гостеприимство и идеальный сервис ждут вас уже на борту самолета. Швейцария – одна из самых дорогих стран в мире. И если офисный работник среднего звена может себе позволить 3-3,5 тысячи франков в месяц платить за детский сад, то на всем остальном здесь будет экономить даже топ-менеджер корпорации. Удивительно, но белые воротнички в дорогущих костюмах часто обедают бутербродами из дома, сидя просто на ступеньках или на лавочке в парке. Судите сами, средний чек на одного человека в обычном ресторанчике где-то 50 франков. Правду говорят, кто больше всех зарабатывает, тот лучше всех и экономит. Разделить такой уличный бизнес-ланч меня пригласил Руди, успешный брокер по недвижимости. Руди, то есть ты вот так вот каждый день на обед выходишь вот со своей едой куда-то в парк? Не каждый день, но чаще всего именно так. Я или покупаю с собой какой-то сэндвич в супермаркете, или беру еду из дому. Это в том случае, если у моей девушки хорошее настроение, и она приготовила. Ну, таким образом мне говорили, что тут местные жители именно экономят, потому что ходить каждый раз на обед куда-то в ресторан – это дорого, поэтому дешевле купить в маркете или из дома принести с собой еду. Так и есть. Но это экономия и денег, и времени. А значит, еще раз денег. Ведь время – это деньги. Вообще, экономия для Женевы – это нормальное явление. Многие люди, работая здесь, живут во Франции, ведь там жилье в разы дешевле, а до границы здесь ехать буквально 15 минут. Но я считаю, что с местными зарплатами вполне можно себе позволить жить здесь и никуда не ездить. А у агента по недвижимости какие зарплаты?
Фиксированной ставки у нас нет. Все зависит от комиссии. Но начинающий брокер будет зарабатывать 6-8 тысяч франков. Начинающий брокер получает 6-8 тысяч. О, Господи, как вы меня бесите, честно хочу сказать. Вот ты понимаешь, я, честно говоря, даже не сдержалась, так сказать. Начинающий брокер получает 6-8 тысяч франков в месяц. И вот он сидит в красивом костюме, обедает салатом на улице, и даже носков нет у человека. Швейцарцы не только хорошо зарабатывают деньги, но и лучше всех умеют их хранить. Что такое швейцарские банки, думаю, разъяснять не стоит. Вы и так это прекрасно знаете. А вот чтобы разобраться, как устроена жизнь местных банкиров, я отправилась в гости к одному из них. Филипп встретил меня вместе с женой Жоэль в своем пригородном доме на берегу озера. А вы живете в этом доме? Это ваш загородный дом или вы прямо тут постоянно живете? Это один из 2 домов. Еще один у нас есть в горах. Но больше времени мы проводим здесь, так как он ближе к Женеве, а значит, к работе. Дорого содержать такой дом здесь? Я даже сам точно не знаю, сколько мы платим, но могу сказать, что здесь гораздо сложнее купить дом, чем его содержать. Знаю, в нашем районе недвижимость продают от 5 до 12 тысяч франков за квадратный метр. Но вообще-то это не важно. Швейцарцам, в принципе, не свойственно показывать, сколько у кого стоит дом или машина. Местные люди скромные, иногда даже слишком, потому что это часто перерастает в замкнутость и даже депрессию. Думаю, вы лучше меня знаете нашу печальную статистику по количеству людей с депрессией. Швейцария на 2-м месте, на 1-м месте Норвегия. Но мне просто интересно, что в таком красивом, уютном, богатом государстве люди так подвержены депрессии. Почему? Наверное, как раз потому, что все слишком хорошо. Здесь с самого детства привыкают к спокойствию и стабильности. Если у человека возникает пустяковая проблема, он может придать ей слишком много значения, как говорится, сделать из мухи слона. Например, поругался с начальником на работе, все, человек идет к психологу. А вы подвержены депрессии? Была у вас она? Была у моего мужа еще в молодости, когда только он начинал работать в Женеве. Он очень много времени проводил в командировках, дома практически не бывал. Слава богу, потом все наладилось. А вообще, людям с такой проблемой здесь всегда готовы помочь. В каждой, даже самой маленькой компании есть штатный психолог. Но я считаю, что надо просто чаще отдыхать, путешествовать. Благо, в Швейцарии люди хорошо зарабатывают и могут себе это позволить. Почему Швейцария такая дорогая страна? Это очень сложный вопрос. На него так просто не ответишь. На него никто не может ответить очень четко и понятно. Ты должна понимать, что дорогой ее считают туристы или приезжие из других стран. А для людей, которые здесь живут и здесь зарабатывают, все цены абсолютно оправданы. Просто потому, что они соответствуют уровню зарплаты. Да, живя здесь, ты много отдаешь, но ты многое получаешь в ответ от государства. Посмотри вокруг. Все чисто, везде безопасно. Качество продуктов лучшее в мире. Уровень медицины на самом высоком уровне. Законы работают как часы, а большинство местных может позволить учить своих детей в прекрасных частных школах. Ну что еще надо? Кстати, частное образование в школе, так же, как и все в Женеве, баснословно дорогое. Точнее, как сказал Филипп, дорогое для всех, кроме местных. В среднем год обучения с полным пансионом и проживанием ребенка в номерах уровня хорошей гостиницы будет стоить около 50 тысяч франков. Несмотря на то, что частные школы в Женеве стоят очень дорого, родители предпочитают отдавать детей учиться именно в них, а не в государственные. Давайте же узнаем, почему родители платят такие огромные деньги, чтобы отдать ребенка учиться в школе. Местными в Женеве считаются не столько граждане Швейцарии, сколько люди, имеющие здесь работу. Разные штаб-квартиры международных организаций, центральные офисы корпораций, крупные банки. Все это делает население города очень разнообразным. Около половины населения Женевы – иностранцы. И, естественно, большинство из них отдают детей в частные школы.
Ведь здесь можно получать образование на английском языке, а после окончания поступить в любой иностранный вуз. В то время как после окончания государственной школы можно поступать только в университеты Швейцарии. Большинство школьников живет здесь все время. В их распоряжении просторные двухместные номера в старинном особняке, достойном резиденции какого-нибудь графа. Красивый парк с ландшафтным дизайном и лужайка размером чуть меньше, чем поле для гольфа. А через дорогу целый комплекс современных учебных зданий. Открытый бассейн, спортивные площадки, батуты, даже уличные шахматы и еще целая масса разнообразных развлечений для детей. Мне в этой школе очень нравится. Здесь всегда найдешь во что поиграть. Да и учиться тоже интересно. А лично для меня очень важно, чтобы было не скучно, ведь родители хотят, чтобы я поступал на инженера, то есть впереди у меня еще много скукотищи. Однако поступить после школы в университет планирует не больше четверти швейцарцев. Нет, не потому что им не хватает знаний и не потому что это дорого. Для местных высшее образование вообще бесплатно. Просто многие не видят в этом смысла. Ну, зачем еще много лет учиться, если в Швейцарии, даже устроившись на простую работу, можно получать хорошую зарплату? А можно вообще оставаться безработным и получать хорошую зарплату. Несмотря на огромное количество разных офисов, Женева – отличное место не только для работы, но и для отдыха. Любому туристу здесь есть на что посмотреть. Этот прекрасный, уютный, красивый город должен посетить каждый. Вот, например, мой знакомый Жан. Он сидит на пособии по безработице. Но когда я приехала к нему в гости и увидела, как он живет, то, честно говоря, не нашла и 10 отличий от дома Карла, который всю жизнь был успешным банкиром. Разве что рядом нет озера. Сколько ты уже живешь времени на пособии? Уже почти полгода. А до этого я работал полгода в банке. И, в принципе, мне нравилось, но в какой-то момент я понял, что устал. Вся эта рутина, знаете, она меня угнетала. Поэтому я решил уйти из профессии и найти себя. Ну, а тебе вот не страшно было просто так вот бросить работу, стабильность, контракт и уходить вот так вот просто вот в никуда? Да нет, не страшно. Я знал, что мне будут выплачивать пособие. Сколько ты вообще получаешь пособие? Мне платят 70% от той зарплаты, которую я получал. Сейчас мне выплачивают 2300 франков в месяц. 2300 в месяц, ничего не делая, на секундочку. Ну вот, честно скажу, прямо, ну вот бесите. А сколько ты времени можешь сидеть на пособии и получать его? Если я так и не найду работу, то максимум 1,5 года. Но нужно понимать, что нельзя просто сидеть дома и получать деньги. Все это время за мной следят. Я обязан рассмотреть как минимум 10 вариантов трудоустройства в месяц. А получая это пособие, ты имеешь какие-то льготы на проезд, на медицину? То есть, может, за что-то меньше платишь, за коммунальные? Естественно. Для всех безработных есть льготы на проезд в общественном транспорте. Скидки на абонементы в государственные спорткомплексы и в кинотеатры. Ну так это правильно, слушай, когда ты не работаешь, ходишь в кино. А чем еще заниматься? Правильно, ходи в кино, в спортзал. Красота, слушай. Скажи, а твоя жизнь сильно изменилась, когда ты ушел с работы? Довольно-таки. Я перестал себе позволять отдыхать с друзьями так часто, как это было раньше. На пособие, конечно, каждый день не потусуешься. А скажи мне, а в чем сложность пройти собеседование? То есть за полгода, я так понимаю, если ты ходишь каждый месяц, у тебя уже было 60 собеседований. Сложность, как и на любом собеседовании. Где-то компания тебе не подошла, где-то ты компании. Кроме того, ведь надо уметь себя подать. Очень много людей, включая меня, ходят на разные курсы и специальные уроки по ораторскому искусству. Ко мне часто приходят студенты или безработные именно потому, что они не могут устроиться. Дело в том, что в Швейцарии огромная конкуренция, а умение презентовать себя – это одна из важнейших вещей при устройстве на работу.
Хуже, чем неумение подать себя на собеседование, для швейцарца может быть только опоздание на собеседование. Пунктуальность – это еще одна особенность местных. Здесь все приходят вовремя. Поэтому и стереотип о точности и качестве швейцарских часов тоже не пустой звук. Помимо крупных брендов, которые знают во всем мире, в Женеве можно встретить огромное количество маленьких мастерских. Размером они немного больше, чем привычный нам ремонт часов возле дома. Но занимаются здесь не ремонтом, а созданием. И берут за это впрочем, вы догадались, как за швейцарские часы. То есть даже для Швейцарии дорого. Жанна, я знаю, что ты сейчас будешь спрашивать про деньги. Просто об этом все спрашивают, когда речь идет о швейцарских часах. Но я скажу сразу, несмотря на то, что наши часы действительно дорогие, ты должна понимать, что суть работы вообще не в этом. Мы здесь, можно сказать, занимаемся искусством. В каждый экземпляр часов, в каждую деталь здесь вкладывают душу. Суди сама, вся наша мастерская за год выпускает всего 20-30 штук. Ничего себе! То есть 20-30 часов вы делаете в год, то есть каждые часы у вас это какой-то индивидуальный проект, да? То есть они не повторяются? Да, можно сказать, что все они уникальные. Например, вот эта модель – наше изобретение. Они необычны тем, что их механизм полностью симметричен. Я вижу по глазам, ты опять хочешь спросить, сколько они стоят. Но я не люблю об этом говорить. Ты ведь с телевидения, если захочешь, сделаешь так, чтобы рядом появился ценник. Еще важно понимать, что для тех людей, кто эти часы покупает, цена не важна. Точно так же, как и для тех, кто их делает. То есть для нас. Какие самые, не буду спрашивать дорогие, какие самые дешевые у вас были часы? Это ты хитро придумала. Такого у меня еще не спрашивали. Но, если честно, мне сложно ответить. Я банально не знаю. Но вот, например, вот эти на моей руке можно назвать средней ценовой категории. Опять же, цену вы там уже сами покажете. А мне важно, чтобы они точно показывали время. Вы говорите, в Швейцарии все очень четко, а часовщики на работу часто опаздывают? Нет, никогда. Ведь швейцарские часовщики ходят на работу по швейцарским часам. И я ведь уже говорил, что для нас это работа в удовольствие. На нее даже не хочется опаздывать. Кроме того, мы работаем в старом здании с прекрасной архитектурой. В этом тоже есть своя прелесть. Хорошо, что, конечно, у вас такие красивые дома, но у вас очень-очень жарко. Как вы тут работаете? Вы не открываете окна, чтобы пыль к вам не залетала, потому что у вас тут очень много таких деталей эксклюзивных? Не совсем. Мы не открываем окна, чтобы не было влажно, и мелкие детали не окислялись. А кондиционер не ставим, так как в старых зданиях это запрещено законом. Закон о кондиционерах в принципе ничем меня не удивляет. Такое есть практически во всех странах Европы. Их запрещено устанавливать, чтобы не портить исторический фасад. Но местные говорят, что благодаря этому здесь, в Женеве, жилье в старой части города, то есть в самом центре, значительно дешевле, чем на окраине. Чтобы разузнать об этом подробнее, я наведалась в гости к молодой семье Джоэлю и Ариадне. А сколько вы женаты? Вместе мы 3 года, но церемония была только 2 месяца назад. О, так вы, то есть, молодожены, можно сказать. А это правда, что здесь есть налог на женитьбу? То есть вы должны заплатить государству за то, что вы женитесь? На саму женитьбу нет. Но когда вы живете вместе, то налоги считаются не так, как если бы жили по отдельности. Скажем так, одному жить значительно выгоднее. А когда дети рождаются, уменьшаются налоги или это не влияет? Влияет. Когда есть дети, действительно налоги уменьшаются. А еще есть отдельные выплаты на ребенка. А, то есть при рождении государство выплачивает, да, какую-то сумму на ребенка? Да, за одного ребенка вы получаете от 100 до 300 франков каждый месяц, пока ему не исполнится 18. Платит государство, но это делается через работодателя, так как размер выплат зависит от уровня зарплаты. Понятно. А чем вы занимаетесь? Я работаю адвокатом, а Ариадна – визажист. Да, я делаю мейкап, прически, также работаю как массажист. Это ваша квартира или вы ее арендуете? Арендуем.
Вместе с коммунальными она нам стоит 2300 франков в месяц. Но она небольшая, всего 80 квадратных метров. То есть вот в центре города квартира с 2 спальнями, кухня, гостиная стоит 2300 франков. Это много или это нормально для Женевы? Это вполне нормально. Кроме того, здесь в центре жилье в разы дешевле, чем, например, в пригороде у озера. Мгм. То есть пока ты немного зарабатываешь, пока ты молодой, у тебя есть возможность жить только в центре города. Господи, какие вы несчастные люди. Я в шоке просто. А сколько нужно зарабатывать в среднем в Женеве для того, чтобы жить нормально, платить за квартиру 2300 в месяц, тратить на еду, на развлечения, на одежду? На семью, думаю, 1010 франков. Это если арендовать квартиру. Если есть свое жилье, то можно прожить и на меньше. А сколько стоит квартира в центре купить? Хороший вопрос. Ну, такая, как у нас, думаю, не меньше 1 000 000 франков. В пригороде возле озера может стоить и 2 миллиона, и 5. Зато во Франции можно купить дешевле, а это 15 минут езды. Это правда, что многие швейцарцы ездят во Францию покупать продукты, одежду? Чистая правда. Многие туда едут просто в супермаркеты, чтобы купить продуктов на неделю. Там все значительно дешевле, особенно мясо. А сколько мяса стоит здесь у вас? Чтобы 2-3 раза в неделю поесть мясо на двоих, мы отдаем где-то 120 франков. Ну, то есть вам хорошо, что у вас Франция, Италия рядом, там все дешево. Поехал, купил, поел, знаешь, и хоть с голоду не помер. Это 120 франков в неделю, представляешь, только чтобы перекусить пару раз мяском. Да, но сильно не разгонишься, ведь есть ограничения. На одного человека можно ввозить не больше 2 килограммов мяса. Если наберешь больше нормы, то на границе могут остановить наши таможенники и выписать штраф. Да вы что, серьезно? То есть надо ехать, чтобы в машине у тебя было несколько человек, чтобы доказать, что это на 2 килограмма на одного, на второго, на третьего и на четвертого? Да-да, многие именно так и делают, потому что попасть и разбираться с таможней никому не хочется. Для нашего человека это стресс. Да, в общем-то, для нашего человека почти любая проблема – это стресс. Ну, я вам скажу, что я живу в постоянном стрессе. У меня то чемодан не приехал, то зарплату не выплатили, то нужно бежать. И, честно говоря, у меня никогда не бывает даже минуты, чтобы уйти в депрессию, потому что я просто не успеваю. Я постоянно должна про что-то думать и решать какие-то вопросы. А вы расслабленные. У вас хорошая зарплата, у вас законы, которые вас защищают, у вас квартира в центре города. И вам не о чем беспокоиться. Вот задумайтесь об этом. Понимаете? Вы мясо не можете себе позволить. Раз, поехали во Францию и купили. Хотя действительно, тут и депрессия начнется. Знаешь, когда ты ешь 2 раза в неделю мясо, не можешь себе позволить. Чё бы депрессии не начаться? Господи, вот видишь, можно людям только посочувствовать. После такого разговора я решила, что просто грех не зайти в супермаркет, чтобы лично посмотреть на цены самой дорогой страны в мире. И что вы думаете? Так и да. 200 граммов самой дорогой в мире говядины стоит 14 франков. 300 граммов самого дорогого в мире сыра – 7 франков. 130 граммов колбасы – 9 франков. Хлеб – 3 франка. И литр молока – 3 франка. Итого, я сходила в магазин на 36 франков. Ну, что тут скажешь? Поужинаю, как в ресторане. И правда, лучше бы съездила во Францию, да только штрафы неохота платить. Это, само собой, тоже дорого. Например, штраф за превышение скорости свыше 10 км в час может стать в 1000 франков. Свыше 30 – в 2000 или даже больше. Но кроме понятных нам законов в Швейцарии существует и ряд довольно странных или даже забавных. Если вы живете в многоквартирном доме, то позже 8 вечера запрещено даже минимально шуметь. Нельзя включать стиральную машину, пылесосить или даже громко мыть посуду. Если вы это делаете, то соседи имеют полное право вызвать полицию. Но особенно мне нравится закон о том, что нельзя держать одного домашнего животного. Их обязательно должна быть пара, мальчик и девочка, чтобы им не было скучно.
Это касается всех мелких животных, кроме собак и кошек. Особняком, как сама Швейцария, здесь стоит закон об армии. Как вы наверняка знаете, эта страна нейтральная, то есть не планирует ни на кого нападать и вообще участвовать в любых конфликтах. Но чтобы не напали на нее саму, на всякий случай, здесь призывают в армию абсолютно всех здоровых мужчин. По поводу службы у нас есть такая шутка, которая, в общем, все описывает. В Швейцарии нет армии, сама Швейцария и есть армия. По сути, все наши мужчины постоянно находятся на службе. Ну и женщины, которые сами этого хотят. Чтобы расспросить об этом подробнее, я пришла в гости к моему знакомому Антону, который служит в танковых войсках. Но сразу заговорить об армии не получилось. Меня просто выбил из колеи интерьер его квартиры. И я решила уточнить, туда ли я вообще попала. А чем ты занимаешься? Я занимаюсь косплеем, то есть шью разные костюмы супергероев или персонажей из комиксов и игр. Делаю разные предметы тоже по этой теме. У меня сын в 14 лет тоже все вот это собирал. Я покупала ему всех вот этих вот роботов в таких странах. А у тебя это какая-то страсть или это уже, которая перешла в твою профессию? Это было моим хобби, а сейчас я хочу, чтобы стало полноценной профессией. Например, я делаю эти вещи на заказ или участвую в разных выставках, фестивалях по косплею. То есть ты нигде не работаешь официально? Нет, я работаю на полставки, кассиром в кинотеатре. А сколько получает кассир? Я ведь получаю только ползарплаты. Ну, со всеми вычетами это где-то 2900 франков. Плюс получаю с того, что продаю свои поделки. Мне это больше нравится. Я ведь и заканчивал художественную школу. В армии ты был? Конечно, любой мужчина, гражданин Швейцарии, обязан служить в армии. Но, по сути, я и сейчас там числюсь. Неважно, работаешь ты или учишься, считается, что ты всегда на службе. Каждый совершеннолетний должен провести определенное время непосредственно на военной базе, где его обучают. А потом каждый год возвращаться на 3-4 недели для переподготовки. А это правда, что после армии все люди сохраняют, я не знаю, форму, оружие и берегут это как очень ценную реликвию? Как реликвию нет, а как боевое оружие – да. Форма и автомат лежат у меня в соседней комнате. Так же, как и у каждого военнообязанного, я думаю, это делается для того, чтобы в случае мобилизации не терять времени. Вдруг что-то случится, у меня все под рукой. То есть много людей имеют оружие дома в Швейцарии? Практически все, кто числится в армии. А в армии числятся все мужчины до 35 лет. Короче говоря, оружия нет только у тех, кто отказался его иметь, скажем, по религиозным убеждениям. И когда ты отслужил в армии полностью, то есть оружие остается у тебя на всю жизнь дома? Если ты сам этого хочешь, то да. После того, как тебя увольняют, оружие списывают с арсенала и передают в твой личный арсенал. Тогда оно уже твое до конца жизни. Ни в одном сетевом отеле не почувствуешь настоящий дух Женевы. Поэтому я рекомендую останавливаться в единственном 5-звездочном семейном отеле «Бон Риваж». Не зря здесь жили Чарли Чаплин, Элизабет Тейлор, Элеонора Рузвельт и многие другие. Он идеально совмещает традиционный архитектурный стиль и современную атмосферу города. И все-таки больше всего меня удивила не военная система, а угадайте что? Правильно, опять зарплата. Работая кассиром на полставки, в этой стране можно зарабатывать почти 3000 франков. Ну хорошо, а если, например, устроиться на другую простую работу, скажем, стать почтальоном, как Жан-Жак? Вот так каждый день Жан-Жак в 6 утра выезжает на работу. Но он одет очень правильно, без каблуков, без платья, с кружевами, господи. А я вырядилась на работу, как на праздник. Когда с моей моральной помощью Жан-Жак расправился со своими трудовыми обязанностями и привязал железного коня, мы присели поговорить. Как давно ты, Жан-Жак, работаешь на почте? 37 лет. Это что, работа твоей мечты, и ты хотел, ты мечтал. Почему ты пошел в почтальона?
Раньше это была совсем другая работа. Я получал от нее удовольствие. В те времена почтальон доставлял новости, газеты, журналы. Мы же знали, кто что читает и какие штрафы платит. Мы знали каждого лично и всегда общались с жителями. Понимаешь, тогда мы были скорее социальными работниками, а сейчас это просто служба доставки, для которой каждая минута графика дороже человека, который получает почту. Вам печально от этого? Конечно, печально не то слово. Люди перестали писать письма красивым почерком, присылать открытки. Теперь все через интернет. Может, это прозвучит высокопарно, но в печатном тексте нет индивидуальности. Кто бы его ни писал, он всегда одинаковый. Но на самом деле я не думала, что это такая интересная и непростая работа. Я думала, знаешь, это бездушный почтальон пришел, бросил в почту нам какую-то газетенку и убежал. А оказывается, нет. У нас есть такой мультфильм «Почтальон Печкин». Вот вы прямо с вас вот писали. Вот честное слово. Вот прямо вы. А мне интересно, хорошо зарабатывают почтальоны здесь? Раньше хорошо зарабатывали. Нам доплачивали за срочность или за выезд в плохую погоду. А сейчас этого всего нет. И мы получаем 4000 франков в месяц. Это считается минимальной зарплатой. Сейчас даже дворник или медсестра получает 6, а учитель в школе все 10. То есть почтальон в Женеве зарабатывает 4000 франков. Для Женевы это много или мало? Что вы можете себе позволить на 4000? Да все могу позволить. Заплатить за квартиру, не стесняться в еде или отдыхе вдвоем с женой. Разве что на путешествие не всегда хватает. Но мы все равно отдыхаем. А где вы отдыхаете? Последний раз мы были в Санкт-Петербурге. А так в основном по Европе: Франция, Италия, Испания. Но вообще 4000 франков – это хорошая зарплата для любой европейской страны. Я вам могу дать совет. Вы можете тут зарабатывать, а жить в другой стране. Нет уж, спасибо. Швейцария стоит своих денег. Качество жизни здесь самое высокое в Европе. Продукты самые вкусные, а улицы самые безопасные. А случилась беда, то государство тебе поможет. С голоду не помрешь. Да и деньги здесь заработать не проблема. При желании всегда можно найти работу. Но я хочу сказать, что вы такой фактурный, что вы можете подрабатывать еще актером. У вас очень шикарный нос. Нет, это не для меня. У актера ведь такая работа – прожить чужую жизнь. А почтальон, он живет свое. Поразительно высокие зарплаты, честно говоря, постоянно заставляют во всем этом искать подвох. Поэтому в какой-то момент я задумалась, а может, все хорошо на работе, но пенсия у них здесь не фонтан. Но нет, пенсия в Женеве как раз оказалась самым большим фонтаном, который я видела. Еще, подожди, еще 1 минута у вас еще. Подожди, еще нет. Ну что, запускаем, мадам? Все, давай. Сейчас пойдет. Нажал. Посмотри. Вау, вот это красота! 140 метров. Каждую секунду выходит из этого фонтана 500 литров воды. Я знаю, вы все еще не понимаете, что происходит и как это связано с пенсией. Объясняю. Это фонтан Жедо, главная достопримечательность Женевы. А это Самуэль, местный пенсионер. Дело в том, что муниципалитет города решил доверить заботу о фонтане местным пенсионерам, как дань уважения к их возрасту и их вкладу в развитие города. Поэтому каждое утро Самуэль включает фонтан, а вечером выключает. Кстати, благодаря этому он в Женеве настоящая знаменитость. Весь мир знает про этот фонтан. А вы, вот, главный человек в Женеве, который отвечает за этот фонтан. Вот мы его видим. Ну, и я чуть-чуть сегодня была рядом. А скажите, то есть это у вас престижная такая работа? Вы приходите каждое утро в 9 утра, включаете фонтан, да? И дальше что? Какой у вас распорядок дня? После того, как я запустил фонтан, я иду в офис. Это здесь рядом. И слежу за погодой. Если идет сильный дождь или поднимается ветер, то, конечно, фонтан приходится выключать. Если нет, тогда жду вечера. Ну, вообще, сложно было устроиться на эту работу?
Я на нее не устраивался. Я долго работал на благо города, и когда вышел на пенсию, городские власти предложили мне следить за фонтаном как волонтеру. Ну, я и согласился. Мне ведь на пенсии все равно заняться нечем. Конечно, мне кажется, это прекрасно, каждый день дарить людям вот эту вот красоту. Это очень здорово. То есть вы получаете пенсию и занимаетесь, так сказать, любимым делом. Я думаю, вам завидуют ваши друзья-пенсионеры, говорят, как вам повезло. Каждое утро у тебя есть такая прекрасная работа, и ты чувствуешь себя нужным, да? А вообще хватает пенсии, чтобы жить в Женеве? Это очень дорогой город. Конечно, хватает, с головой. Поэтому я и занимаюсь фонтаном. Как я и говорил, абсолютно бесплатно. А почему именно вот пенсионеры включают эту кнопку? Это же может сделать кто угодно. Вдруг вам станет плохо, заболит голова, вы не сможете прийти на работу. Но ведь такое же тоже может быть, да? Если вы вдруг не можете прийти, что вы тогда делаете? Я же не один. Нас таких несколько человек, и все пенсионеры. Так сказать, со свободным графиком. Если кто-то не смог, его всегда есть кому заменить. А вообще, я здесь 15 лет и всегда на работе вовремя. 15 лет вы здесь, ничего себе, вот это да. А скажите, вообще в Женеве хорошо жить до пенсии или во время пенсии? Ты знаешь, я 35 лет работал на город, и мне нравилось. И сейчас тоже получаю удовольствие и от работы, и от жизни. Пенсионерам в Женеве действительно жаловаться не на что. Мужчины здесь выходят на отдых в 65 лет, а женщины в 64. Минимальная пенсия в Швейцарии – 1200 франков. Я знаю, после всех цифр выше уже кажется, что это не очень много. Но такое получают только те, кто вообще никогда и нигде не работал. Если же человек работал, то будет получать от 60 до 80% от своей зарплаты. А если он всю жизнь копил пенсионные сбережения, то еще больше. А если на счету есть как минимум 500 000, то к пенсии добавляется еще около 3000 в месяц. Короче говоря, чем больше ты работал, тем больше у тебя пенсии. И, конечно же, для пенсионеров здесь везде льготы и скидки, начиная от общественного транспорта, заканчивая частными магазинами или парикмахерскими. Быть похороненным в Женеве значит покоиться в тихом парке или сквере, рядом с народом, который пришел на пикник, или молодой парочкой, которая устроила свидание просто на лавочке. Одним словом, оставаться полноценным жителем города. Если усопший коренной житель Женевы, то место на муниципальном кладбище и церемония будут для него и его семьи абсолютно бесплатными. А если он при жизни стал знаменитым или сделал большой вклад в развитие города, то его похоронят здесь, в самом центре Женевы, рядом с дочерью Достоевского или основателем часовой империи Rolex. Удивительно, что в самом конце я поняла одну простую вещь. В Женеве невероятно дорого жить, зато умереть совершенно бесплатно. Жизнь в Женеве как швейцарские часы. Красивая, пунктуальная и очень дорогая. Но любой местный житель скажет вам, что главное – это не цена. Главное – это… Новое знакомство, сама жизнь, Взаимопонимание. свежая газета и чашка кофе. Моя Женева. Как видите, из мелких деталей жизнь складывается в сложный и непонятный механизм. Непонятный, потому что это жизнь других.